Антибак-тахограф, датчик колейки – лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store. Всем привет, с вами Федор. Сегодня поговорим о цифровом тахографе. Я проведу такую краткую инструкцию, то есть покажу основные кнопки и функции, как вставляется карточка и какие возможности он имеет. Для тех, кто ищет информацию по поводу режима труда и отдыха, то это не здесь. Если после просмотра вы захотите, чтобы я вам рассказал про режим труда и отдыха, то я это сделаю только после того, когда это видео наберет 1000 лайков. Да, потому что я очень не хочу об этом рассказывать. Вот. Но если вдруг видос наберет оборот, то расскажу. Итак, давайте. Два слота под карточки, первого и второго водителя. И здесь у нас, сюда вставляется у нас чек, чтобы делать распечатку. Катушка. Так, итак, чтобы нам открыть слот, мы нажимаем и держим единичку. Все, у нас выскочила вот такая штучка. Это последняя модификация тахографа, как бы сейчас во всех новых тачках, он в принципе вроде бы идет только такого образа. Неважно какая здесь модель будет у нас. Volvo, Mercedes, Renault. Итак, карточку мы вставляем чипом кверху, лицом к низу и лицом к себе ближе. То есть только вот в таком варианте. Видите, запоминайте. Опа, все. Закрываем. Нажимаем. Также со вторым водителем происходит точно так же. Итак, когда мы вставляем чип, у нас идет загрузка. Последнее изъятие нам пишет. И осуществить ручной ввод. Вы пишете «да». И здесь вы показываете, что вы делали, вот за этот период времени. То есть я отдыхал. Вы можете менять значения стрелочками. Выбирать конвертик, молотки. Вопрос какой-то. Так. Кроватками. Все, я нажимаю ОК. Начало страны. У меня Норвегия. ОК. Осуществить ручной ввод. Естественно, да. Все. Вот шкала загрузки карточки. Когда оно покажет, что она загружена, в принципе, у нас уже будет вся основная информация по чипу в тахе и на машине. Давайте пока что пройдемся. Так, понятно, да? Кнопочки 1 и 2 это открывать чип, и также ими мы переключаем наш режим. Следите вот за кроваткой. Я нажимаю единичку. Видите, у нас переключается режим. То есть мы переключаем для второго водителя, естественно, двоечкой, для первого водителя единичкой. Назад у нас в фоновом режиме никак не работает. Итак, ОК. Однократное нажатие ОК и стрелочками вниз-вверх мы ходим по меню. У нас тут вводы водителя, показать, распечатки, то есть вот водитель 1, то есть это наше основное меню, в котором мы с ним работаем ежедневно. Вот водитель 1. Нажимаем еще раз ОК, у нас выбивает второе. Первый вариант начало страны, второй вариант конец страны. Настройка. Нас интересует только начало страны и конец страны. То есть, естественно, мы нажимаем, получается, еще раз, и тут мы уже выбираем. Норвегия, Швеция, Литва у меня. Ну, здесь все страны, то есть, переключаются. Последние будут в запоминаниях, то есть, последние 3 страны. Вот у меня Швеция, Литва и Норвегия. Поэтому я назад это все делаю. И конец страны, то есть, соответственно, конец страны. И то же самое. Цифровой профсоюз водителей. 2000 резидентов. Более 20 тысяч долларов фонд. Присоединяйся. Мы своих не бросаем. Так, что еще самое, в принципе, для начальной работы важно? Это ввод автомобиля. Зачем? Здесь у нас есть аут. Ну, это аут по территории своей фирмы передвигаться или же там на сервисе. Потом, вот наше главное. Паромчик. Если мы передвигаемся паромом или поездом. Нажимаем на начало. И у нас начинается паром. Здесь это менюшка. То есть, чтобы вы понимали, это у нас находится в ввод автомобиль. Ввод автомобиль. Там у нас находится паромчик. Режим парома и ауто. Так, есть самый такой основной момент,
который, в принципе, наверное, в данный момент процентов, ну, как минимум 30% водителей, в принципе, вообще об этом не знают. Есть такая функция смотреть вообще все данные. То есть, после того, как мы остановились, заглушили машину, включаем зажигание и ждем пару минут. Вот я сейчас как вставил чип, у меня информации еще пока что нету. Но скоро она должна появиться. Здесь, видите, у нас везде прочерки. Но скоро здесь появится вся основная информация. Включили зажигание, подождали пару минут. И стрелочками вниз у нас появляется информация. То есть вождение у меня сейчас 4:30, я могу ехать. До конца отдыха 7:25. То есть я сейчас стою час. Сколько там получается? 1:35 я стою. Ладно, это нам тут... Все понятно. Нам самое интересное вот где. Где у вас пишет ваши девятки и десятки. То есть в данный момент, в данный год, время, у нас вся есть информация в тахографах и на машинах. Я на самом деле уже не пользуюсь блокнотом, наверное, года 2. Вот, и тем более, то есть у вас пишет, сколько у вас их осталось. Все, проблем никаких. Итак, по машине теперь у нас, в моем случае у меня Volvo. Вот наше меню. Заходим в меню тахографа. И здесь у нас время отдыха, когда мы стоим. То есть сколько прошло? 1:37 я стою. Следующее. Время вождения за целый день. За целый день я проехал 2 часа 40 минут. Также оно здесь доходит, когда мы двигаемся. Оно у нас будет показывать, сколько мы именно едем в данный момент. То есть в данный момент и за целый день время. И вот основная информация. Время вождения на этой неделе и время вождения за 2 недели. Вот за прошлую неделю, сейчас у меня начало недели, за прошлую неделю я накатал 43 часа 52 минуты. Все, собственно. Вам только нужно помнить всегда, ну, то есть, естественно, записывать как бы первоначально начало смены, во сколько вы начинаете, и также начало недели, во сколько и в какую дату вы начинаете, чтобы вы это не забывали. То есть по тахографу, по его пользованию. Ну и также вот давайте покажу, как меняется у нас заправка идет чеком, катушкой. То есть мы нажали вверх и тянем на себя. Все. Сюда вставляем катушку. Видите, по верху пускаем чек. И вставляем назад. Ну, то есть поставили новый поверх. Кинули этот. И проверим. То есть я сделаю распечатку суточных данных. То есть главное, не перепутайте сторонами, не наоборот вставьте. То есть как лежит, как он размотан, так и ложите, потому что у вас начнет бить распечатку на этой стороне. Или вообще не начнет бить, я не помню, когда так оно происходит. То есть только в одном положении ложится катушка. Да, давайте я вам покажу смена языка. Но вообще, если вы вставляете чип и у вас машина и тахограф на другом языке, то в принципе это делается в настройках машины самой. То есть мы заходим в меню. В Volvo кнопка меню вызывается нажатием на центр. То есть вот еще раз вам покажу. Вот. Нажимаем, вызываем меню. Гортаем вниз и находим, где настройки. Нажимаем язык. Вот у меня есть русский, английский, литовский. Все, здесь мы выбираем язык. Итак, выбираем язык, который нам надо. И все, назад. И у нас поменяется и на машине, и на тахе у нас уже будет... Ой. И на тахе у нас уже будет русский язык. То есть меняется и на тахе, и на машине оно вместе. Собственно, что я еще могу добавить? Естественно, когда мы заходим, гортаем по меню, кнопка назад у нас делает нам назад. Все, вверх мы... Основные показал я вам функции. То есть эти функции, где написана девятка, и основная информация крупная, то есть сразу, как только вы остановитесь, ее не будет видно. И также, если сразу вы включите зажигание, то есть его не будет видно. Это нужно подождать, там, минуту-две, по-разному. И тогда у вас появится эта информация. То есть для чего нужно? Это вот вы приезжаете на работу, вам говорят,
давай, вставляй чип и едь зацепляться, например. Ну и вы, если вы без опыта, то вы должны понимать, как вам хотя бы вставлять чип. Вот, все, вы правильно вставили чип, ввели начало стороны, уже работодатель там или инструктор, кто там будет, посмотрит, скажет, вот, как бы... Все, когда вы, если в парном экипаже, вы просто меняете чипы местами. Обязательно нужно менять чипы местами. То есть едет первый водитель, отъехал свое, достали 2 чипа, поменяли их местами, вставили, все, поехали дальше. Итак, пишите свои вопросы в комментариях. И также, если вы хотите, чтобы я рассказал про режим труда и отдыха, если видео соберет 1000 лайков за свое время, или также я оставлю комментарий закрепленный, наверное, будет так правильней. Если этот комментарий наберет больше 100 лайков, тогда я запишу вам видео по режиму труда и отдыху. С вами был Федор, всем удачи, пока.